Доброе утро, добрый день, добрый вечер. У меня утро 9 часов 43 почти минуты по Москве. Я начинаю работу и покажу вам, как я торгую каждый день. Здесь у нас сейчас европейская сессия, и потом будет американская сессия. Торгую я около 1,5-2 часов в Европу и где-то 2-2,5 часа в Америку. И время торговли, оно привязано к открытию бирж. Да, если биржа открывается, например, Европа в 10 утра по Москве, это летнее время, зимой на час позже. Соответственно, в 9:45, плюс-минус там 5 минут, я у экрана. И вот только что открыл платформу, да, включил компьютеры, и я вижу сигнал на золоте. То есть я не начинаю какой-то преданализ или не составляю торговый план, вообще ничего не делаю. Я сразу получаю данные вот в этих таблицах, если есть что торговать. То есть время и внимание не уходит впустую. И вот сейчас я вижу золото на радаре трендового сканера. Мы видим, что уже золото показало сегодня хорошее движение. Вот посмотрите, от минимума до сюда это 2%. Это довольно много для золота. И вот когда я вижу сигнал, первое, я его идентифицирую. Что это за сигнал? Если он на трендовом сканере, значит он по тренду. Ага, а как я торгую по тренду? Я торгую по тренду в зонах ценности. То есть появился символ в таблице, я покупаю в зоне ценности. Где зона ценности? Зона ценности находится вот здесь, где белые точки. Все. То есть здесь больше нечего обсуждать в плане правил торговли, потому что все уже сделано автоматически. Но есть важный нюанс. Когда я планирую купить в этой зоне, я задаюсь одним вопросом. Я на передней стороне тренда или нет? Передняя сторона тренда или нет? Или обратная сторона тренда, да? Или обратно. Это знание по факту отделяет успех от неудачи в торговле в направлении движения, потому что есть такое понятие, что трендовый друг. Все обожают торговать с трендом, по тренду зарабатываются там сумасшедшие деньги и все прочее. Абсолютно согласен. Это самый действительно простой способ получить большую прибыль. То есть ты зашел в определенные точки, ну, скажем, вот здесь где-нибудь, да, возле белых точек и поехал по тренду, да. Но если ты заходишь чаще всего на обратной стороне тренда, то для тебя это совершенно по-другому фраза работает. Это не тренд твой друг, а это херня какая-то, да, ничего не работает. Поэтому важно сразу определиться, на передней стороне тренда или нет. Потому что абсолютно любой тренд имеет фазы. Первая фаза тренда. Фазы тренда. Это вот должно быть, не знаю, твоей аксиомой, основой всех твоих решений. Если этого нет, забудь о трендовой торговле. Итак, первая фаза тренда, основная, которая нас интересует, это моментум. Это горячий период, когда рынок очень быстро, за минимальное время проходит максимальное расстояние. И вот мы можем с помощью определенных инструментов определить, это сейчас моментум или нет. Вторая фаза – это истощение. Это когда рынок, то есть моментум, теряет силу и начинается вот такой зигзаг больше, да, когда, например, ты заходишь вроде в тренд, и бац, цена идет против тебя, выбивает стоп, потом опять в твою сторону. Или пытаешься ты, например, купить на пробой уровня, ложный пробой. То есть вот эта фаза истощения рынка, она очень такая опасная для трейдера, если тоже не знать определенных моментов, можно нарваться на большое количество стоп-лоссов, хотя, казалось бы, ты можешь смотреть на графике, все круто, идеально, четко, но ты теряешь деньги. То есть моментум и истощение – это две основные. Есть еще промежуточные фазы, там, когда, например, рынок консолидируется, то есть только зарождается движение, там, или когда рынок полностью разворачивается. Но давайте уберем лишнее и оставим вот две составляющие. Нам нужно понять моментум, когда он есть, и когда есть истощение. В истощении мы не входим в тренд, а мы входим на разворот, а когда моментум, мы торгуем по тренду. Все.
Как я определяю, в какой фазе, давайте вот сюда оставим здесь, в какой фазе тренда находится рынок. Я использую несколько критериев. Один из критериев – это осциллятор, который вы видите внизу. И я смотрю на вот эти две линии поверх осциллятора. Видите, вот здесь идут вот раз линия, два линия. И, понятное дело, я смотрю на саму гистограмму. Я вижу, что вот эти две линии моментума, они не особо активны, то есть преимущественно идут в бок и не растут так, как растет цена. То есть и между ними не очень большое расстояние. Ладно, хорошо, это первое. Если такое происходит, это говорит о том, что рынок не настолько разогнался, да, не настолько в горячей фазе. Возможно, уже дело идет к истощению. Второй важный момент – это то, что цена уже к моменту начала, вот моя торговая сессия, уже прошла значительно много, без малого 2%. Для золота средний диапазон за последние несколько дней составляет 2,2%. То есть мы близки к дневному диапазону уже. То есть мы вот этот весь отведенный, скажем, потенциал, да, средний, уже прошли. И какова вероятность, что цена еще дальше пойдет? Ну, не очень велика. Более вероятно, что в этой области будет что-то вот в этом духе. Да, может, рынок чуть пойдет, но именно значительного движения не будет. Но опасность того, что будут какие-то резкие прорывы и движение вниз, она возрастает. И посмотрим на то, как на самом деле выглядит передняя сторона тренда, чем она характеризуется, да, чтобы вы могли это сравнить. Передняя сторона тренда, понятное дело, она всегда в начале тренда, в начале движения. И она всегда сопровождается расширением линии моментума. Вот просто невооруженным взглядом, да, неподготовленным, если ты только смотришь мои видео. Посмотри на вот эти две линии. Видишь, между ними расстояние, как они быстро растут. И теперь сравни вот здесь на правой стороне. Разница большая, правда? И когда мы видим вот это, мы понимаем, что мы на передней стороне тренда. Это наш, скажем так, трейдерский хлеб с маслом, да, потому что это работает потрясающе. Там 70-80% прибыльной сделки, если ты входишь на передней стороне. Плюс, если это еще произошло совсем недавно, то есть изменение цвета гистограммы, здесь, видишь, она красная, здесь она зеленая, то это еще дополнительный бонус. Плюс гистограмма поднялась выше 50 и растет. То есть вот оно место присоединения к тренду, место, где он начнется. Да, мы видим, потом были еще места подключения, еще места подключения, еще места подключения, еще места подключения. Но на самом деле самая правильная локация – это вот здесь. Вот в этой области. Ты присоединился, забрал, например, часть прибыли и едешь вместе с трендом за белыми точками. Все, и тебе больше не надо переживать. Ослаб тренд, усилился тренд. Ты просто вошел один раз в поток, и если он развивается, ты делаешь профит. Нет, ну, значит, просто не твоя ситуация, не твои деньги. Поэтому золото можно закрыть, да, и, например, ожидать новых сигналов, которые будут поступать. Обычно я не слежу за рынком. Вот у меня примерно так выглядит рабочее окно. Один компьютер, второй компьютер, ноутбук и телефон. Я могу, например, параллельно сидеть в телефоне, там что-то делать по сайту или по программам, да, своим, дорабатывать что-то там, общаться с программистами. В общем, я не нахожусь в рынке. Именно в плане вот анализа, да, какой-то работы, какого-то планирования. Это в корне отличается от того, что делают 90% трейдеров, поэтому они стабильно сливают деньги, потому что если ты торгуешь и постоянно в анализе находишься, когда тебе делать деньги, правда? Ты же все в предсказаниях, в планировании, в ожидании, в надежде и так далее. И внимание не может никак, да, сосредоточиться, потому что то один критерий, второй критерий, один таймфрейм, другой щелк, 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 щелк. И вся твоя торговля так идет месяцами, годами, потом уже становится привычкой, да, и ты уже от этого просто не можешь избавиться, да, от хаотичных, импульсивных действий на основе ощущений, а не на основе объективных данных. Поэтому я не анализирую ничего, не смотрю. Если придет информация, значит, мои критерии есть. Не пришла информация, значит, моих критериев нет. Теперь есть еще один робот, называется High-Low, да, сканер. Он работает вообще в другой сфере, скажем так. Если трендовый, ну, понятно, там моментум, то High-Low сканер – это поворотные точки в боковике. То есть, когда на рынке, ну, вот примерно такая история. Вот что-то в этом духе, зигзаг или там неопределенность. То есть, когда на трендовом сканере мы не будем видеть сигналы, мы будем видеть на high-low сканере сигналы. Особенно, когда боковик такой волатильный.
И тогда у нас появляется шанс купить низ, там, продать вверх и так далее. Да, это отличная система именно для работы в условиях боковика. И High-Low сканер нам показывает сигнал в этом контексте рынка. И дальше мы уже там подтверждаем вход с помощью там паттернов, да, дополнительных фильтров и все. Да. И третий сканер – это контур трендовый. Я думаю, здесь все логично. Должен быть тренд, да, или какое-то резкое движение. И затем мы находим точку слома этого тренда, то есть точку истощения тренда, и заходим уже в новый, да, потенциальный тренд, да, или в просто движение, да, чтобы поймать резкое разворотное. И это с помощью контртрендового сканера. И вот смотри, что самое здесь крутое в любом абсолютно сканере, то, что когда приходит информация в таблицу, у тебя есть ассоциация с тем, что должно быть. То есть вот пришел сигнал, ты сразу в голове представляешь картинку того, что, как выглядит этот график, да, какие критерии вы должны сопровождать. Это очень круто. То есть сразу, хоба, так, по золоту, по тренду, так, сразу, передняя, обратная сторона, передняя, ты уже понимаешь, как она выглядит, все. Дальше на High-Low сканер пришла информация, так, разворот, ты уже понимаешь, что это боковик и так далее. И здесь, например, контртрендовый сканер, ты уже понимаешь, что на графике происходит. Это такое преимущество, которое, я говорю, у 90% людей нет. 90% людей зациклены на каких-то индикаторах, да, или меня спрашивают постоянно, Аркадий, какой период индикатора, какая настройка, слушай, это тебе не даст ничего, ноль результата. Если так мыслишь, то это уже говорит о том, что прогресса никакого не будет. Да, потому что вопрос не в индикаторах, а в логике принятия решения, в целостности вот этой всей системы. Да. То, что есть сигнал, есть контекст, они должны быть вместе в определенном порядке решения. Тем временем 10 часов 2 минуты по Москве. Мы ждем сигналов, их пока нет. Раньше я так не мог сидеть, как я буду сидеть, и моя мышка не будет двигаться. Конечно же, я в панели переключения графика, вот здесь внизу у меня была целая строчка, еще она туда уходила вправо. И я щелк, и обратно пошел. Че смотришь, что делаешь? Хер знает. Или, например, там в сводче листа, вот у вас есть же, да, обзор рынка, или там определенный список, перечень инструментов, на которые вы смотрите, там справа, слева, и вы щелк по ним щелк, на один, на другой. Мало ли вдруг какая-то картинка знакомая будет, вдруг какой-то паттерн ты увидишь, и вдруг что-то увидел реально. Бац, завис на нем и начал там крутить, вертеть, и сделку нашел. И вот вся твоя торговля идет. Я так делал годами. Что мы дальше видим? Сейчас на экране мы видим, цена в зоне покупок находится по золоту. И ты уже сразу понимаешь, что там происходит. Цена пришла в белую вот эту зону. Да? То есть не глядя даже. Все это следит за этим робот. Ты нажимаешь на кнопку, бац, у тебя готовый шаблон. Со всей системой, вот цена в зоне. Вот в этой белой зоне эта зона автоматически рисуется в реальном времени только. То есть тебе не надо тебе больше гадать, а где мне входить в рынок? У тебя всегда есть зона. Нет лучшего места для присоединения к тренду, чем эта зона. Но, как мы уже выяснили, в этой зоне сейчас, в этом контексте купить уже поздно. Почему? Потому что моментум был здесь. Рынок уже прошел 2%. Да, даже там, если посмотрим от минимума до максимума, наверное, чуть больше. 2%. Еще, кстати, момент. Часто мне трейдеры говорят, Аркадий, а как тогда так, если на минутке вы торгуете только... А там же шум, очень шумный минутный график, да, поэтому в моей системе все предусмотрено со старших таймфреймов. Информация приходит с 5 минутки, с 30 минутки, с дневного графика уже на минутку. Рисуется здесь. Например, осциллятор, моментум, сила тренда, направление SM5, уровни SM30. Здесь информация, которая приходит, в частности, в столбике flow, это тоже со старшего таймфрейма. То, что происходит, куда направлен поток, и мне не нужно смотреть на них. Вот в чем еще, да, большой плюс. То, что ты не тупо работаешь на одном таймфрейме, а ты на одном таймфрейме получаешь информацию с ближайших ключевых таймфреймов и ту, которая тебе действительно нужна. Важная информация. Потому что на рынке, я говорю, 70-80% движений непонятно, хер знает, что там делать. И нам нужно из всего вот этого, да, хаоса выявить, найти, распознать свои возможности. Смотрим пока.
Если сейчас эта зона будет пробита, робот удалит символ из таблицы. Это означает, что все. Больше тренда этого нет на текущий момент. Обычно, когда ты сам торгуешь, ты привязываешься к графику, к ситуации, влюбляешься в нее и пытаешься там до последнего искать точки входа, хотя уже ситуация меняется, но ты не можешь понять, где она меняется, где вот это, где стоп, да, где критерии более не актуальны. А здесь это объективно. Раз, символ исчез из таблицы, бинго. Закрываешь график, больше на него не смотришь. Может ли потом тренд вернуться? Да, но, как я сказал, уже начальная фаза пройдена. Возможно, с приходом американцев, ну, то есть в американскую сессию, мы видим новый виток роста золота, новый моментум, да, но в Европу уже нет. Да. То есть вот таким простым и объективным образом ты можешь работать. Есть здесь какое-то предсказание, ожидание, какие-то эмоции лишние или там напряг какой-то? Нет. Вот он настоящий профессиональный трейдинг. Он скучноват, конечно, да. Но тут вопрос, что тебе надо. Развлекаться или зарабатывать деньги? Кому что. Рынки дают гораздо больше, если ты ждешь подходящего момента и не боишься оставаться в рынке дольше. Не боишься, например, добавить объем. Но для этого ты должен настолько доверять картинке, которую видишь, чтобы так исполнять. Понимаешь, как это взаимосвязано? Ведь ты, когда что-то делаешь постоянно, или с кем-то общаешься постоянно, или где-то идешь постоянно, да, по одной и той же улице едешь, ты этому доверяешь больше, тебе более комфортно, да, потому что глаза это уже видели, да, телу, там, я не знаю, едешь в одной и той же машине, рукам как-то все, вот, сиденье, все комфортнее, понимаешь? Да. Привычнее даже, может быть, и не очень комфортно, но привычнее. И отсюда мозг это воспринимает как безопаснее. Угу. То же самое здесь, когда ты видишь каждый раз одну и ту же картинку, становится тебе это комфортно и, внимание, безопаснее, потому что ты постоянно находишься в трейдинге под риском и неопределенностью, а тут картинка одинаковая. Вот моя картинка, то есть типа я в домике, да, безопасно, поэтому эмоций нет. Понимаешь? Потому что эмоции возникают из-за неясных моментов у правого края графика, недосказанности. Здесь не так много у меня символов. Я использую на рынке акций РФ где-то 50-60 символов. Отдельно на крипте тоже где-то 40-50 символов, да, криптовалют. Отдельно. То есть на платформе MetaTrader 5, если вы хотите установить систему, скачиваете MT5 любого брокера, и минута, даже если вы нулевой трейдер, новичок, за минуту вы это поставите, и за 1 час изучите все правила. Плюс у вас будет специальная рабочая тетрадь, где прописаны критерии и фильтры, на что смотреть, на что нет, что приоритетно. Да, это как подсказка в реальном времени. Плюс, если вы идете дальше, например, в мастер-группу, там мы с вами работаем вместе. Да? То есть, группа, я как говорю, это условно, потому что по факту там вы и я. Да? Поэтому скорее это персональное сопровождение, да, нежели группа. Получается, когда приходит информация на трендсканер, мы задаемся одним вопросом. Передняя сторона тренда или нет? Или нет? Это первое. Да? Передняя сторона или нет? Когда приходит на high-low, мы другой вопрос задаем. Есть ли уровень слева? Какой? Если сигнал на покупку, уровень поддержки. Если сигнал на продажу, уровень сопротивления. Когда приходит сигнал на контртрендовый сканер, мы задаем вопрос, было ли пересечение линий моментума? Было ли пересечение линий моментума? То есть совершенно 3 разных вопроса. Угу. 3 абсолютно разных вопроса под разный стиль. Для трендового свои вопросы, для боковика свои вопросы.
И для контртренда свои вопросы. Если, например, было пересечение линий моментума, то есть если да, то продажа, например, да, продажа в зоне, которая автоматически рисуется, которую видели на золоте, она была белая, на продажу она красная. Да, вот эти прямоугольники. То продажа в зоне или там покупка в зоне. Понимаешь, да? Продажа, давайте через слэш покупка. Покупка в зоне, потому что мы не уточняем пересечение, да, на покупку или на продажу. Угу. Понимаешь? То есть я сейчас просто показываю от обратного, да? Теперь, это нужно не мне, это нужно тебе, твоему, скажем так, мозгу обрабатывать информацию, потому что именно так он может обрабатывать информацию без эмоций. Почему? Потому что есть условия сформулированные. Если было пересечение линии моментума, то что я делаю дальше? Я жду, когда цена придет к зоне. И если цена в зоне, то я продаю. Тренировка. Не индикаторы. Не мысли категориями индикатора. Это слишком примитивно. Если уровень слева, если да, то жди паттерн. Угу. На покупку, на продажу, в зависимости от того, какой уровень, да. Например, если уровень слева сопротивление и сигнал на продажу, то паттерн какой? На продажу. А какой паттерн на продажу? Например, слабая вершина. Угу. Если есть паттерн, то войди в рынок. Теперь, если ты на передней стороне, то есть если да, то покупка, например, или продажа в зоне. Угу. Понимаешь? Тебе не нужно перебирать критерии волатильности, там, силы, боковик, контртренд и так далее. Все ли они совпали, все ли правильно там сделано. Это уже делает автоматизация. Ты лишь тренируешь свой мозг делать одно и то же. Воспринимать информацию не на ощущениях, а объективным образом. И после входа в рынок сосредоточиться на самом важном, это на управлении позицией. То есть управление позицией, где многие трейдеры буксуют. Они могут проанализировать рынок, там определить вход, но как только они уже вошли, все, эмоции на первом плане, торопятся, закрывают раньше, либо передвигают свой тейк, постоянно дергают свои ордера. Когда надо добавлять, они, наоборот, выходят из рынка. Когда надо выходить, они, наоборот, там активничают. То есть не прокачана работа в реальном времени. То есть не хватает, скажем так, правильной практики в реальном времени. Но как может прийти правильная практика в реальном времени, когда вот здесь нет фундамента? Угу. И управление позициями – это не только там, стоп-лосс, тейк-профит, это возможность остаться в рынке дольше. Это, например, сокращение риска, когда ситуация в реальном времени меняется. То есть это по факту чтение графика в моменте. Чтение графика в моменте. Понимаешь? Не на истории, там, ой, я бы мог здесь войти, или какая здесь красивая картинка была, или что я здесь не купил и прочее. Да? А именно в моменте, когда ты находишься, еще раз, под давлением. Но ты не ощущаешь это давление, если у тебя есть этот фундамент. Да? Если тебе понятна логика принятия решения.
И вот программа Start включает только систему, без сканеров, а программа Pro и Pro Plus включает еще и сканеры. Pro на год, Pro Plus без ограничений по времени, плюс туда входит обновление, техподдержка и прочее. Можете зайти на сайт, там все детали, все подробности узнать. А сейчас я говорю вам до свидания, пока. Сегодня торговая сессия очень спокойная. Если вдруг появятся хорошие возможности, я имею в виду, будет горячо, я включу запись, и мы уже больше разберем на практике в реальном времени. Если вас интересуют живые торги, то на моем канале записано огромное множество таких видео. Вы можете полистать, посмотреть там торговлю в реальном времени и посмотреть ролики и увидеть, как это все происходит на примере живых сделок. Сегодня таких не было, и я надеюсь, что они будут в течение дня, особенно в американскую сессию. Все, пока и до связи.